Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Юлия Латынина на связи прямо сейчас. Юлия, приветствую вас. Здрасте. Друзья, всем большое спасибо, что присоединяетесь. Как всегда, прямой эфир — это место общения с вами, уважаемая аудитория. Оставить свой вопрос можно, как обычно, и в клубе зрителей Шелест, частное сообщество в Телеграм, и, конечно же, открыто в сообществе YouTube заблаговременно. Можно написать на экран, прям, если хотите канал поддержать, и прям вот, чтобы никого не ждать, чтобы все увидели, это вот по QR-коду, который видите. Если работает этот сервис, пожалуйста, переходите и, собственно, пользуйтесь вот такой возможностью. Очень вам признательны. Ну и, конечно, чат-трансляции в самом финале подключим, поэтому досмотрите до конца, пожалуйста, эфир. И чтобы, в общем-то, было что обсудить, помимо нашей сегодняшней беседы, предлагается вот такой опрос в нашем сегодняшнем чате. Когда в Украине наиболее вероятна смена власти? Вот такой незамысловатый вопрос на фоне всех событий, которые мы будем обсуждать с Юлей. Значит, варианты ответов: до окончания войны, после окончания войны, до окончания боевых действий или после окончания боевых действий. То есть боевые действия и окончание войны мы вот разделяем уже как константу, поэтому милости прошу, голосуйте, мы в конце подведем итоги. Юлия, начать я хочу даже не с этого вопроса, ну а с тех событий, которые сейчас разворачиваются в Украине, безусловно скандальных, безусловно резонансных. Ермака судят, он пришел, сейчас вот у нас 12 часов по Киеву и Москве, он пришел в здание суда, его там встречают журналисты, чего-то расспрашивают. Вчера первую порцию мы услышали от обвинения, сегодня будет вторая. Судя по всему, решение под залог его или по какие-то другие обязательства будут принимать, мы услышим завтра. Это вот пока такой прогноз, да, процессуальный исключительно. Но это серьезнейший удар по власти. А тут еще вдогоночку Юлия Мендель со своим интервью, и не кому-нибудь, а Такеру Карлсону с потрясающей огромной аудиторией. Кажется, что кто-то взялся и кто-то режиссирует вот эти процессы. А кто, раз все вроде как порешали несколько месяцев назад перед Новым годом? Я думаю, что ситуация еще хуже. Я думаю, что нет одного единственного актора, который вот Бильдербергский клуб или еще кто-то, или Трамп, который решил всех Зеленского скрутить в бараний рог. А есть эффект разрушающейся дамбы, когда у вас было очень много проблем, они накопились, их люди боялись говорить, потому что нехорошо, воюющая страна, российской пропагандой обвинят и так далее, и так далее. А сейчас мы увидим вот ту самую гонку, которую можно было надеяться и предполагать увидеть сразу после первых откровений НАБУ. Потому что вот это сейчас плотину прорвет, и каждая индивидуальная молекула воды, она падает по-своему, но подчиняясь одному общему закону гравитации. Мгм. Хорошо, но как это корреспондируется и корреспондируется ли с тем, ну, скажем, периодом в войне, когда мы видим, что, оказывается, можно 3 дня перемирия объявить. Правда, обмен так и не произошел, но вроде готовят, там списки утрясают и так далее. И Трамп выступил вот этим инициатором. Ну, понятное дело, что, несмотря на то, что Такер с ним расстался, появление Мендель и вот эти все процессы с НАБУ и САП вокруг Ермака связывают с ним. Больше все-таки у американцев в руках сейчас ниточек. Смотрите, у американцев исчезла главная ниточка, которая заключается в том, что Трамп больше не финансирует эту войну. И, соответственно, главные ниточки, естественно, в руках у европейцев. А поскольку европейцы не собираются отказываться от Зеленского, делают морду чайником, и мы видим, что никакие откровения Набу, никакие откровения Мендель на них не производят серьезного впечатления, то, соответственно, вот как раз это единственная часть тыла Зеленского, которая сейчас прикрыта. Но, если честно, я бы больше хотела сначала сосредоточиться на сути того, что говорит Мендель, потому что я могу честно сказать, что ее интервью меня потрясло. Я снимаю шляпу. Оно меня потрясло гораздо больше даже, чем предъявление обвинения Ермаку, потому что, ну, мы все понимали, что к тому идет, с одной стороны, а с другой стороны понимаем, что Ермака выпустят м, под заклад. Так что
Ну, тут каких-то Ну, кардинальных... в общем, я вас Мы понял. этот суп уже ели. Да, Он, мы этот он, суп уже ели. он не сядет, но это прям интересно. Давайте обсудим тогда Ермака после, потому что там именно такая теневая вертикаль управления Зеленского. Это удар именно такой аппаратный по нему. Давайте это отложим, а давайте все-таки о том, что Мендель говорила. Ну, слушайте, критики же тонны. Критики говорят, вот, кто она? Вообще 5 лет не при делах, вылезла. Вот россияне ее купили. Россияне говорят, да какие россияне? Смотрите, что она там в своих книжках писала про то, как советские солдаты насиловали немок, да, вот это вот примеры приводила. И вообще она в этом же интервью говорит, что Путин, на русском обратилась к нему, говорит, Путин, вот она против Путина. То есть вряд ли это как бы такой засланный казачок и засланный агент. Но внутри шухер неимоверный, потому что геббельсовщина и потому что такие... А понимаете, проблема в чем? Все говорят, ничего нового не сказала. Но я серьезно с вами соглашусь, что это интервью потрясающее. Она публично на вот эту аудиторию, и еще и какую, высказала и обсудила вообще положение дел. Так в том-то и дело. Вот эти детали, которые абсолютно несмываемые. Перечислим. Она говорит о том, что Зеленский... это детали инсайдера. Даже когда она лично при всем этом не присутствовала, это говорит не человек, который где-то в Твиттере пишет. Это говорит человек, который либо во всем этом участвовал, либо все видел это собственными глазами, либо слышал от очевидцев, и который очень много рискует, в отличие от условного наблюдателя, который пишет в Твиттере. Этот человек говорит следующее. Внимание. Когда министр проходил собеседование у Зеленского на предмет, займет ли он должность, то одним из условий собеседования, тестом, который выкатили, было немедленно на собеседовании предложить схему отката. Другой министр, который выписывал себе премию, не такую, кстати, большую, $5000 в месяц, пришел к Зеленскому, увидел Зеленского и Ермака, которые сидят с мешком денег. Понятно, что там было больше $5000, потому что $5000 – это совсем небольшое количество денег. И Зеленский ему сказал, я тебе буду лично платить эти $5000, но ты больше себе премии не выписывай, чтобы не было скандала. Кстати, for the record, я за то, чтобы министры получали 5000 и гораздо выше, потому что иначе будут вот ровно такие ситуации. А Зеленский, который говорит, украинский народ не готов для демократии. Зеленский, который говорит, что диктатура – это порядок. Ермак, который говорит, мы здесь навсегда. Не менее важно, Зеленский, который сообщение, рассказ, потрясающий рассказ Зеленского, который говорит, мне нужно, и это она видит своими глазами, мне нужно 1000 говорящих голов, чтобы создать другую реальность. Когда ему возражают, как я понимаю, это было еще до войны, что, вот этот обещал дать беженцам с Донбасса дома и не дал, как ты можешь создать другую реальность? Он отвечает, вы ничего не понимаете, 1000 голов создать эту другую реальность гораздо лучше и проще, чем если что-то делать. Потому что, конечно, вот это у меня абсолютно все перевернуло, потому что я сейчас понимаю, что огромное количество, что я была в начале войны одной из этих 1000 говорящих голов. Дождь был, Медуза была, популярная политика и так далее, и так далее. И некоторые поняли, что происходит, и сказали, да, мы не дадим себя так использовать. А другие являются заложниками или другие достаточно нечестны, чтобы продолжать это до сих пор. Плюс она говорит о наркотиках. Она не говорит, что она видела сам, как Зеленский употребляет наркотики, но она произносит ужасающие фразы. Она говорит, перед совещаниями с нами Зеленский удалялся в сортир, он проводил там 15 минут и возвращался другим человеком с блестящими глазами. Она говорит, я беседовала с человеком, который, как говорят, снабжает Зеленского наркотиками. Это было очень странно видеть этого человека в офисе. Он тоже вел себя достаточно неадекватно. У него была такая длинная томная речь, у него были блестящие глаза. Я спросила, что этот человек, как он вообще мог попасть в президентский офис и что он там делает. Ей ответили. И она говорит, я беседовала с десятками людей, с самым большим количеством людей, которые все это подтверждают.
Пожалуй, еще надо добавить, что она говорит про то, что Зеленский в 2014 году, в момент, когда начался конфликт на Донбассе, был в Москве, оттуда он поехал в Крым. Там, она говорит, он курил на одной из своих собственностей марихуану. Мне кажется, что это важно. Почему? Это не то, чтобы что-то такое совсем против Зеленского, но мы должны вспомнить, что огромное количество российских бизнесменов было вписано в украинские санкции с формулировкой «они платят налоги и тем самым поддерживают войну в Украине, и тем самым злоумышляют против Украины» и так далее. Ну и очень долго был нарратив по поводу любого человека, маломальски публичного, что он ездил в Крым. Когда? Ну вот тогда. Да вот у нас Бутягина только что, российского археолога, арестовали за то, что тот вел раскопки в Крыму уже при России. А оказывается, что это делали те самые люди, которые не считали нужным соблюдать свои собственные запреты. И вот это все вместе создает, абсолютно, мне кажется, катастрофическую для Зеленского, и абсолютно катастрофическую и для украинских активистов, и для российских оппозиционеров совершенно картину нарциссического человека. Она много раз говорит о том, что Зеленский нарциссического человека, который не совсем адекватен психологически. И получается, что вот его рассказы, его политику как по отношению к русским, так и по отношению к тем украинцам, которые говорят по-русски, это может быть следствие некоторых психологических особенностей, а тут вот все хорошие люди доброй воли, они бегают вокруг, и они пытаются ее объяснить какими-то высокими терминами, типа деколонизации и прочее. Говорящие головы Геббельса. Да, вот это самое главное, да, когда она повторяет вот эту фразу: нам нужно 1000 говорящих голов, нам нужна геббельсовская пропаганда. Ты, во-первых, понимаешь, что ты был частью этой геббельсовской пропаганды, а во-вторых, что геббельсовская пропаганда продолжается, в-третьих, что эта геббельсовская пропаганда сейчас отходит от чиновников Евросоюза и европейских медиа, которые вроде должны быть за все хорошее, доброе и вечное. А в-четвертых, ты понимаешь, что за этой геббельсовской пропагандой стоят люди, тут уже вот последние вещи, которые мы видим, которые в момент Бучи переписываются, как они будут свой домик украшать на деньги, которые сейчас НАБУ называет ворованными. И ты понимаешь, что первое, Зеленский отказался от всех своих предвыборных обещаний, а Зеленский кинул Путина. Зеленский в силу своих личных психологических особенностей в значительной степени способствовал тому, что эта война произошла. А Зеленский не верил американцам, когда они говорили, что война будет, тоже просто тупо в силу психологических особенностей, в силу некоторого инфантилизма и нарциссизма. И Зеленский в апреле 2022 года отказался от перемирия, которое спасло бы и Россию от Украины от дальнейшего взаимного истребления, просто потому что иначе бы он потерял доступ вот ко всей этой красоте. Начиная от «мы здесь навсегда», то есть мечта, скажем так, авторитарного правителя, который вдруг понимает, что вся цивилизованная Европа ему обеспечит вот это навсегда, обеспечит вот этот дом, обеспечит эти плюшки, обеспечит внешний общак, и еще назовет его новым Черчиллем, и это сделают 1000 голов, которые будут заниматься геббельсовской пропагандой. Вот эта картина она нарисовала, и эта картина чудовищная. Очень интересный аспект, уж если мы так затронули эту 1000 голов. А помните, как нам рассказывали, какой нацизм в Украине? У нас же президент еврей, но идти по лекалам Геббельса, тут два варианта. Или это все настолько так, да, вот настолько такие методы, или это настолько необразованный, как Мендель неоднократно повторяла, абсолютно неумный человек, который мыслит какими-то штампами, стереотипами, поэтому он приводит в пример этого Геббельса и действует, собственно, вот таким образом и так же. Если, вот у вас, как у
писателя, да, писателя исторических романов, исторических трудов, статей. Вот хочется вот как раз-таки более подробно в, так сказать, экспертную оценку окунуться вот этой параллели из уст еврея Зеленского. Ну, смотрите, это действительно потому, что в школе говорили про геббельсовскую пропаганду и как она действует. И сейчас украинская пропаганда, и хуже того, европейская пропаганда действует ровно так. Я бы, конечно, как человек, который много занимался пропагандой в 30-х годах, сказала бы мюнценберговская пропаганда, потому что я напоминаю, и даже вот отсылаю слушателей наших к видео на своем канале, что подлинным основателем массовой пропаганды, искусства массовой пропаганды, которое до сих пор, кстати, действует, и большинство нарративов распространены, был соратник Ленина Вилли Мюнценберг, тоже немец, организатор просто там массовой сети, человек, который создал современных европейских левых, я бы сказала так. Но поскольку про Вилли Мюнценберга в советских учебниках нельзя было прочесть, то его ученик Геббельс, который, кстати, Мюнценбергу сильно заведовал, и гораздо более худший ученик, потому что у Геббельса все провалилось, с Геббельса, как известно, плохой был конец. Тем не менее, вот все те принципы, которым также руководствовался Мюнценберг, что пропаганда должна быть массовая, что пропаганда должна заключаться в повторении, что вы должны говорить самые дикие вещи, потому что в них как раз поверят проще, чем не дикие. И я все это прикладываю к тому, что начало случаться во время войны, что начало случаться в самом начале войны, когда вдруг оказалось, еще раз повторяю, три вещи. Первое. Вдруг Зеленский, президент Зеленский, человек, который всю жизнь делал карьеру в России, пытался, который всю жизнь делал карьеру на русском языке, обратим внимание, и который во время своей предвыборной кампании говорил, что не надо делить украинцев на сорта, вдруг заговорил только по-украински и стал делать из этого принципиальную позицию. То есть он стал даже не надо было ничего говорить, даже не надо было публично при этом называть украинцев, которые говорят на русском, людьми второго сорта, но все было ясно. Если президент в этот момент начинает говорить на украинский, то это мощный центральный сигнал всему обществу, что те, которые не перешли на украинский, это люди второго сорта. А что делается дальше? Дальше принимается закон еще в 22 году, который наказывает людей, находящихся на аннексированных Россией территориях, за сотрудничество с врагом, причем это очень широкие понимания. И мы сейчас видим, что, например, когда украинская армия вернулась на эти территории, в Херсоне, в Изюме, под Харьковом, мы видим, что там сажали людей, например, за то, что они раздавали гуманитарную помощь. Мы видим, что там сажали людей за то, что они, условно говоря, вот был какой-то почтмейстер, и он продолжал разносить почту. То есть получается, что граждан Украины объявили преступниками просто за то, что они выживали и продолжали существовать нормальной жизнью. Это отношение к своим гражданам, не к чужим. То же самое мы видим сейчас, когда Зеленский говорит о краденом у Украины зерне, в то время как это зерно, которое выращено, собственно, теми фермерами, которые всегда на этой территории жили. И это мерило отношение к этим людям. Это показатель, что будет с ними, если глава Зеленского вернется на эти земли. И третья, или вернее четвертая очень важная вещь, это когда вдруг Зеленский, сказал, русские, езжайте в Россию, свергайте Путина, и когда он постоянно стал употреблять конструкции типа «русские не люди». Он их говорил очень осторожно. Он никогда не говорил вот так вот отдельно, да, «русские не люди». Всегда там было что-то вот «русские бомбят Украину, это не люди». То есть пойми, если тебя схватить в этот момент, это всегда были очень осторожные конструкции, потому что если как бы прямо предъявить, что ты говоришь «русские не люди», то получается, что он скажет, это относится к тем, кто бомбят, и так далее, и так далее. То есть там всегда это было очень аккуратно простроено, но тем не менее вот этот вот месседж, он всегда доносился. Он дальше расширялся в постах типа поста Ермака, который говорил, что русские биологический мусор, нация не люди-убийц и так далее. Тем более он расшаривался пропагандистами.
И я хочу обратить ваше внимание, что именно и это есть, во-первых, ну, во-первых, это и есть глубинная причина войны, отношение к русскому языку в Украине и там просто попытка пересмотреть все, попытка пересмотреть статус Украины и из государства, которое возникло на развалинах империи и является ее полноправным наследником, провозгласить ее несчастной колонией, которая была страшной рашкой угнетена. Вот это, собственно, и есть главная причина войны. Но что делает Зеленский, когда говорит «русские, а не люди»? Тут дело даже не только в том, что ну, это действительно нацизм, причем как бы в чистом виде, ну хорошо можем назвать национал, национал-деколонизаторство, потому что, ну, просто слово нацизм, оно так захватано, его применяют ко всем людям, что как бы просто неприятно его применять, я тебе скажу, что это просто такое ругательное слово, которое Ну, ты вешаешь на термин кого. испоганили, да. Да, да, испоганенный термин, он девальвированный, поэтому не хочется его употреблять, чтобы тебе не говорили, что ты вот тут Илона Маск у нас называют нацистом. Ну ладно. Мгм. Так вот, это же инструмент подчинения и промывания мозгов в первую очередь тех людей, которые живут на территории Украины. Потому что, поскольку, как я уже сказала, Украина – это государство диадох в полной мере, это вот как империя селевкидов, там и империя, это царство селевкидов и царство Птолемеев. Оба наследники Александра Македонского. И вдруг тебе говорят, что ты можешь идентифицировать себя с замечательной Западной Украиной, которая имеет свой отдельный язык, и колонизована страшной рашкой, и тогда тебе будет Европа, счастье и свобода, и тебе будут все плюшки, или ты будешь продолжать себя идентифицировать с той территории, которая была частью Российской империи, на которой был Гоголь, и на которой был Паскевич, и который служил Паскевич, и который служил Разумовский. То есть все, собственно, что соответствует большой, что все является большой историей и большой цивилизацией Украины. И тогда ты будешь колонизатор, пособник Русни, и тогда там сядешь на 6 лет за то, что ты писал в частной переписке, и мало кто устоит перед таким страшным способом разделения своих граждан. Вот же для чего. И когда ты понимаешь, что человек, который это делал, да, он позаимствовал у кого-то инструменты, но он это сделал сам, что, ну вот это тот человек, которого описывает Юлия Мендель, и когда ты понимаешь, что огромное количество, допустим, российских оппозиционеров, там, крупнейшие каналы типа «Дождя», бросились все это оправдывать и объяснять, почему это правильно, люди, которые не стеснялись, не боялись критиковать Путина, засунули язык глубоко в задницу, причем чужую, и принялись там вылизывать. Ну, это задница Зеленского. Ну, это и европейская задница, будем честны, потому что дело в том, что им же было важно что? А, Слушайте, это же ведь вся постсоветская интеллигенция, что в России, что в Украине, она идентифицировала себя, и более того, элита, она идентифицировала себя как люди с европейскими ценностями в широком смысле слова. А вот как бы что для них произошло в 91 году, пал железный занавес, и мир теперь готов нас принять. И Европа, вернее, западный мир, признание в западном мире было мерилом успеха, что у бизнесмена, что у интеллектуала. И вот, собственно, одна, кстати, из вещей, которые сделал Зеленский, который, на мой взгляд, просто реально подарок России, вот просто не Путину именно, а России. Вдруг оказалось, что те люди, которые в 22 году столкнулись с тем, что а, их, как россиян, в Европу готовы принять только в одном качестве, если они будут с обслугой в Юденрате и будет объяснять, почему надо россиян отменить. Огромное количество из них на этом сломалось и начало объяснять, почему надо отменять россиян. Ну, смотрите, а тут как бы эта дискуссия достаточно интересна, и, Да, наверное, но это... требует, подождите, Да. требует очень такого вдумчивого и большого отдельного разговора, потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что украинцев отменяют понемногу. Ну, вот,
украинцев. Имеется в виду за рубежом, имеется в виду вот в плане отношения все меняется. Эти ветры, они вот как бы сами, да, начали дуть непосредственно как реакция тех обществ, которые сталкиваются с большим количеством украинцев. Но это отдельная тема. Я хочу все-таки вернуться к очень важному... Извините, можно вот просто чем вы вернетесь? Нет, смотрите, Две мы просто, минуты, две минуты. нет, Это... мы очень Нет, долго зацепимся за эту тему, потому что она нет, очень важна. это очень важная тема, именно поэтому двухминутный маленький спич. Я как раз специально говорила больше про украинцев, чем про россиян, потому что надо понимать, что это две стороны одной медали, и это тот процесс, который запустил Зеленский. Потому что на самом деле, когда многие украинцы наивно думали, что отменять будут только россиян, то надо понимать, что когда когда империя, бывшая империя сцепилась между собой, когда люди, которые жили в одном отечестве, сцепились между собой, я здесь у Павла Щерина позаимствую терминологию, она мне очень нравится. Государства у нас разные, отечество у нас одно. То, что сделал Зеленский, он попытался отменить отечество. Он попытался сказать, что если ты вспоминаешь о том отечестве, то ты, значит, неправильный украинец. Так вот, когда тебе предлагают такую штуку и предлагают с одобрения европейской бюрократии, то очень наивно думать, что в одиночку гражданин Украины может переехать в Европу, отряся прах России со своих ног. Потому что тебя предлагают, чтобы поймать, разделить и уничтожить. Потому что вне зависимости от того, кто выиграет в этой войне, совершенно понятно, кто в этой войне проиграет. Отечество, Русь, единое целое. Смотрите, я хочу очень тоже, пока мы вот вокруг Менделя, сейчас перейдем к Ермаку, пока мы здесь, да, на этом поле, хоть немножко там отвлеклись, но вот эта вот история с зависимостью. Понимаете, в чем дело? Ну, это могли быть там кривотолки в интернете до интервью Мендель. До интервью Мендель. Это могли быть там песенки веселые, есть там, скажем так, артисты, которые исполняют, перепевая там другие песни, в общем, творят на эту тему. Есть просто люди, которые пишут в комментариях, есть люди, которые делают это от души, есть люди, которые делают это потому, что, ну, там, задание какое-то, а есть такие, ну, транслируют свою... Ну, к этому можно было относиться несерьезно. Но разговор у Такера Карлсона на западную публику он предпринял с вот этим посылом, который где-то там живет, и очень стыдливо мы там опускаем глаза или посмеиваемся и улыбаемся, очень серьезные обороты. В контексте последствий интервью Мендель для процессов, что это означает? Потому что, простите, но я всем напомню, что мы имеем два раза уже за последние только дни. Трамп вчера буквально, вот, да, когда перед вылетом в Китай, он говорит, что война заканчивается. Ну, то есть мы близки к сделке. Путин на 9 мая говорит, что война заканчивается. Вот о том, как она и с кем она закончится, получается, с человеком, которым нужно 15 минут в ванной комнате побыть, а потом выйти и с горящими глазами что-то подписать. Ну, по большому счету это выглядит так. Путин говорит, я готов встретиться с Зеленским, приезжай в Москву. Нет, в Москве все хорошо. Там очень современные ремонты в ванных комнатах, там очень есть, ну, там, креативные решения. Богатый город. То есть там можно найти место, где вот это будет в особом комфорте. Там все-таки... Но камера же будет стоять. Как прилететь-то? Ну, то есть, понимаете, то есть там есть где этим заняться, но тут возникает же главный вопрос, да, а как вот после этого, когда еще раз Запад вот это услышал, от того, что там кричат в Украине 1000 голов пропагандистов, это одно, но Запад как сторона вот этого урегулирования, тут возникнут очень серьезные вопросы. Что скажете по поводу Зеленского? Или тут будет другая тактика? Возьмут и скажут, ой, а давайте, там же, помните, вот это очень часто применяется, а давайте сделаем так, что, ну, как бы обследуем, спасем человека, а может он болен. Ну, правда, война такая тяжелая, героическая такая война у Зеленского была. Так он, может, уже давайте его спишем по больничке по этому поводу, может,
такая ветка сценариев разыграется. Нет, смотрите, первое, вот то, что сказала Юлия Мендель о наркотиках, это, наверное, одно из самых важных вещей, что она сказала в интервью, если не считать тысячи говорящих голов. И это действительно очень сложно игнорировать. Это такой большой камень в кучу, которая собирается. Но мы... Потому что, ну, получается, российская пропаганда очередной раз была права. Когда российская пропаганда про это говорила? Как на это реагировала возмущенная международная общественность? Но надо же подумать, что российская пропаганда, оказывается, была права. А дальше мы прекрасно понимаем, что очень легко игнорировать и свидетельство Мендель, и все, что делает НАБУ, просто напечатать это на 70-й странице мелким шрифтом или вообще не напечатать и сказать, что есть более важные вещи. Поэтому мы можем быть совершенно спокойны за европейскую бюрократию, что она это продолжит игнорировать, как игнорировала на самом деле тонны того, чего у нее давно уже лежит. А тут же самое главное другое, что вот тот человек, которого описала Мендель, никогда не будет согласен на конец войны, потому что воевать он может в существующих условиях практически бесконечно. А как только война кончится, просто действительно вот все эти ирении его нагонят. И там даже где власть, где личная жизнь, где богатство, где мы здесь навечно. Сейчас у него такая штука, что мы здесь навечно, а оплачивает еще все это Евросоюз и еще называет его новым Черчиллем. Ну, слушайте, ну как же... И вдруг ты от этого переходишь... Вот я в прошлый раз вам говорила о Чан Кайше, который, с моей точки зрения, просто реально подставил Китай под японский удар, чтобы оставаться у власти. Что случилось с Чан Кайше, когда кончилась война? А оказалось, что, оказывается, он коррумпированный человек, который никому не нужен. А зачем тогда было, я маленький детальку вам прекрасную расскажу, очень похоже на современную войну. А когда Чан Кайши отступал, то у него возник единственный способ остановить японские войска. Это прорвать дамбы на Хуанхэ, потому что Хуанхэ за несколько тысяч лет сельского хозяйства течет выше окружающей равнины, и она течет в дамбах. И для китайцев это дело абсолютно священное, потому что, ну, когда ты так прорываешь дамбу, это время от времени случается, то просто гибнут миллионы. Это вот это преступление, но перед небом и землей, которое просто трудно вообразить, и которое очень часто, тот просто самое черное хуже, чем там маму-папу убил. И поскольку Чан Кайши знал, что никак иначе японцев не остановить, то он прорыл эту дамбу. Погибло 800 тысяч человек, еще около 5 миллионов убежало, а 3-5 миллионов убежало. И, естественно, Чан Кайши сказал, что это сделали сами нехорошие японцы, чтобы себя остановить. И европейские дипломаты, которые в этот момент были, естественно, на стороне Чан Кайши, все это повторяли. Да, потом, естественно, выяснилось, что это сделали сами китайцы. Вот это механизм, о котором не очень уверенные начинающие авторитарные правители, такого, кстати, не было в истории человечества, если ты монарх, жертвуют своими собственными странами для того, чтобы оставаться у власти. И не останавливаются ни перед чем, потому что считают, что любую вещь, которую они сделали, они могут просто свалить на противника, а кто утопил 800 тысяч китайцев, а их утопили японцы, они все равно, значит, тут нападают. А вот и это действует до поры до времени. Но когда война останавливается, с тебя спрашивают. Какой выход не останавливать войну? Мы видим, европейцы хотят останавливать войну, наоборот, там чашечку кофе. Так как же она остановится? От того, что Трамп скажет, а какие у Трампа сейчас рычаги давления, он даже денег не дает сейчас Украине. Ермак не рычаг давления, вы считаете? Нет, слушайте. Ближайший, с которым спал в бункере Зеленский. В разных пониманиях, кто трактует эту историю, что тоже может служить пропагандой, а через какое-то время все так «ой» и прозреют. Вообще мне вот эта вся история, если так обобщить, да, и Ермака, и Мендель, сейчас поговорим отдельно про Ермака, мне, если честно, кажется, что мы
Вот вообще это только первая ласточка какая-то, а большая весна и тепло впереди. Мы такое узнаем об этих кровопийцах и этих негодяях. Мы такому станем свидетелями, такое вскроется, что просто, ну, люди просто прозреют. И причем это, я не знаю, быстро это будет, там, через полгода, через год, через полтора, но мы с вами, и дай бог, чтобы все были живы и здоровы, ну, мы просто будем обсуждать, и у нас будут волосы шевелиться в разных местах. Так вот, это ровно то, что я с самого начала и говорила. Когда вы спросили меня, кто тот мастер-майнд, который за этим стоит, я вот опять вспомнила про эту прорванную дамбу. Вот механизм прорывания дамбы, знаете какой? Она стоит, но вам достаточно в ней прокопать вот такую маленькую дырочку, и если гигантский напор воды, она сразу эту дырку расширит до десятков и сотен метров. Потому что там начинается естественный неостановимый информационный процесс. Поэтому я не думаю, что Юлию Мендель кто-то там особенно накручивал. Просто она смотрела и ждала, и все это в себе копила. И вдруг она видит, что оно зашаталось. И вдруг она видит, что вот это потрескивание доносится. И это действительно может пробить, как ни странно, с моей точки зрения, даже европейскую бюрократию, потому что я думаю, что они сейчас в состоянии in the state of the funk. Потому что, ну, Переведите. состояние синего ужаса. Да. А то вы знаете, то вы как Зеленский, Юлия. У него-то boots on the ground, ceasefire и все эти, как бы, вот эти термины. Извините, да, что-то в состоянии это до усрачки страшно. Потому что, ну как, вы сделали из человека Черчилля. И вдруг со всех сторон, если бы можно было там один Ментичгейт проигнорировали, а Арестович проигнорировали, а санкции против Богдана проигнорировали, санкции против Порошенко проигнорировали. А Значит, опять же, тут же самое неестественное оживленное поведение. Мендель проигнорировали. Но в этот момент люди понимают, что будет еще и еще и еще, и там тонны воды, и там вся вот эта вот желтая Хуанхэ. Ермак сядет? Сейчас нет, конечно. Как вы видите вот эти все танцы вокруг него и насколько это... Ну ведь уже пресса там, она так не особенно западная, ну вы понимаете, да, не особенно там рьяно, но так вот аккуратненько говорит, что да, подобрались вот уже фактически к самому. Кто-то говорит, что это до сих пор предупреждение, кто-то говорит, Зеленский там что-то не выполнил, поэтому вроде как они договорились, утрясли все, и Ермак стал гоголем ходить адвокатом, адвокатствовать, по фронту ездить, помогать, Шона Пена возить, вот это все. То есть, и в принципе все уладилось, и, мол, никто не сидит, ничего. Но приходит информация, опять-таки, сложно проверить, насколько это правда, но тем не менее есть журналисты, которые утверждают, что в тот день, когда вот это все происходило, когда бегал Ермак и кому-то звонил, это отдельная история. Некоторые сфотографировали его с телефоном, на котором нет звонка. Ну, то есть, понятно, да, что он делал. Он ждал, и типа, чтобы он не просто ждал, чтобы не общаться, типа он звонит. Ну, это такое. Это как бы нюансы, это детали. Тут главное другое, что в этот момент, когда перекрывали Банковую, Умеров прятался у Зеленского. Ну, вот, если это правда, опять-таки, это версии, это вот то, что перекрывается Банковая, потому что туда едет Умеров, потому что и Ермаку, и Умерову должны были дать эти подозрения. И одно дело Ермаку, и то, сколько шума мы сейчас видим, но если там Умеров, секретарь СНБО действующий, переговорщик от Украины, который ездил и, казалось бы, там все с Виткофом и Кушловым буквально вот-вот-вот пару дней назад утрясал, то это абсолютно другая история. Но это история, которая полностью согласуется с тем, что говорит Рубио, когда он говорит, мы выйдем из переговоров. И, конечно, это такая черная карточка, вне зависимости от того, что Умеров считается
американским гражданином и человеком, который как раз и переговаривается с Уиткофом и Рубио, мне трудно себе представить себе, что вот это произошло без ведома Уиткофа и Рубио. Но еще раз повторяю, мне кажется, что очень сложно предсказывать поминутно, что будет происходить дольше. Мы можем только сказать некоторые закономерности. Закономерности заключаются в том, что Европе нужно, чтобы Зеленский продолжал быть Черчиллем со своей тысячей голов. То, что при этом оказывается, что Черчилль, скажем так, сильно подмоченный, это как раз хорошо, потому что наш Черчилль тогда дешевле стоит. Вот это Для важно кого понять. дешевле? Для Европы. В Это и прямом есть смысле, в прямом смысле слова. в прямом смысле слова, потому что, ну, для начала, просто, извините, ни один нормальный человек не согласится продолжать уничтожать дальше свою страну за 90 миллиардов долларов на 2 года. Он просто придет и скажет: так, ребята, пожалуйста, вот давайте, мы, конечно, должны были это сделать еще в 2022 году. Это то, что он должен был сделать в 2022 году, предъявить Европе, особенно Америке. Давайте сделаем инвентаризацию, чем именно вы мне поможете. Ну, допустим, тогда его развели. Допустим, тогда ему сказали, кстати, то, что транслировалось всем нам, что, значит, вот сейчас все дадут. Но сейчас уже ясно, что дадут ровно столько, чтобы штаны не спали. У Причем кого? это будет Ну, у кого? у Смотрите, украинского мы же народа. видим по династии, что такое штаны у украинского народа. Штаны украинского народа дадут ровно столько, чтобы оставалось людей, которых может хватать ТЦК, чтобы оставались люди, которые хоть как-то могут сражаться, и ну, чтобы оставалось достаточное количество пушечного мяса, чтобы сдерживать российское продвижение. Точка. Потому что, еще раз запомним главный принцип этой войны. Не только европейским бюрократам, сейчас уже просто не будем Америку, потому что сейчас главное европейские бюрократы, не только европейским бюрократам не нужно, чтобы Украина выиграла, а на самом деле, несмотря на то, что два государства диадоха поставлены в неравное положение, один называется агрессором, а другой называется жертвой, и все жертву обнимают и жмут руки. На самом деле внутри отношения и к тем, и другим точно такое же. И то, и другое русня. И то, и другое должно быть сточено, и просто одних называют при этом генетическими рабами, а других называют при этом борцами за свободу, и это и есть механизм, который запускает взаимное уничтожение. Потому что, конечно, когда тебя называют борцом за свободу, тебе вроде как воюется легче, но просто посмотрите, сколько дают борцам за свободу. Вот надо в этом смысле борцов за свободу, в кавычках, их еще более жестоко кидают, и их более жестоко используют, потому что как бы тех, кого назвали генетическими имперцами, они хотя бы понимают, что у них никаких шансов нету. А у тех, кого называют несчастными жертвами, они постоянно... Так, а что у нас произошло? Все нормально? Да. Они постоянно обманываются и думают, что вот это, через 15 минут все дадут. И, соответственно, когда у вас есть во главе государства человек с такой психической структурой личности и такими мотивациями, как Зеленский, это просто стоит необыкновенно дешево. Другого такого Зеленского на самом деле действительно сложно найти. И вот из этого надо исходить, что Европа будет закрывать глаза абсолютно на все, ну, точно так же, как она, например, там обнимается с Джулани и нигде не говорит, кого он убивает и Так что он делает. Зеленский это Джулани для Европы. Номер 2 или там номер 1? Нет, это номер один, потому что Джулани – это все-таки мелкое примечание, а Зеленский – это действительно очень важная история. Причем, возвращаемся мы тут к Америке, это же изначально не европейская история, это изначально американская история. И Америка сейчас при Трампе в очень выгодном положении, потому что без американского глубокого государства это бы все не случилось. Именно американское глубокое государство, все-таки никакой не Борис Джонсон, тогда сказала Зеленскому в апреле 2022 года, не говоря уже о всем прочем, что да, парень, воюй, а мы тебе поможем. И, собственно, теперь, когда Трамп выписался из этой войны, обратите внимание, Трамп абсолютно в шоколаде, потому что чемодан без ручки продолжает нести себя сам.
С одной стороны, Трамп на это не тратит никаких денег, а с другой стороны, то, что происходит, ослабляет и Россию, и Украину, и Европу. И все это финансируют они трое сами. Ну, красота же. М, Я не знаю, как... Континент, огромный евразийский континент, раздирает сам себя, потому что вот это, если посмотреть на всех составляющих процесса, то все, как бы все участники финансируют свое собственное взаимоуничтожение. Я не знаю, как, собственно, подойти к этой теме, но она, я считаю, тоже примечательная и важная. Вроде бы как, знаете, ну, кто-то посмеется, и опять кто скажет, да, это какая-то клевета, это какая-то ерунда. В материалах суда, в материалах дела, которое представляют обвинители в суде против Ермака, нам, во-первых, да, стало известно о списках, план максимум, как влиял Ермак на назначение, на решение, на СБУ, ГБР, короче, вот эту вертикаль Зеленского. Это вот, если так, по сути дела. Но это все приправлено очень интересными подробностями, что советовался он с гадалками. Это особый шок вызывает, что вот эту династию, эти коттеджи, которые они строили для себя любимых, они брали песок из кладбища. Причем конкретно есть там А, кстати, самосвалы. насчет песка не поняла, зачем там был песок из кладбища? Ну вот никто не может понять, песка не может, не могли найти. Во-первых, типа украли. Ну, то есть на ворованном песке, а где можно своровать? На кладбище, понимаете? А Но почему на кладбище песок? на территории кладбища оттуда, в общем-то, брали песок и, в общем, равняли там землю, укладывали, грунтовали, утаптывали коттеджный городок. Причем интересно, да, то есть чего здесь больше? Воровства, ну, то есть элементарно, оно же бесплатно взяли, забрали, да и все. Ну, такой простой цинизм. Или вот этого вот, ну, шизоида, вот этого, когда люди помешаны, когда люди считают себя не просто богами, не просто там, а вот они прям и служат вот этому культу смерти. Потому что магия, которой пользовался Ермак, и об этом, ну, говорят, в принципе, помните, тоже сталкивались мы, она кладбищенская, и вполне себе это могло быть не случайное воровство откуда-нибудь, а прям какие-то вещи вот такого рода. Получается, что ну вот, когда там говорят и рассуждают в контексте, и это было с 22 года, вы помните, есть там силы тьмы, есть орки и эльфы, воины света, вот это вот все. Ну, они, получается, настолько в это поверили, но так вышло, что это как раз-таки и являются представителями тьмы с кладбищенской магией и песком из кладбища для своего какого-то там статусного, ну, своей статусной стройки. Смотрите, коротко и по порядку. Действительно, то, что там очень много в администрации президента опираются на гадалок, это еще говорил Шарий, и да, вот опять, опять пропаганда оказалась правдой. А второе, насчет песка из кладбища, я просто реально не разобралась, потому что я не поняла, его там брали, потому что это было дешево, или это там были какие-то идеи. А третье, самое главное, вот насчет эльфов и орков, и воинов света, и воинов тьмы, это и есть один из тех механизмов, которых мы увидели-то после войны, но которых войну и запустил. Потому что есть два способа глядеть на мир. Один способ – это когда есть агрессор, и он орк, и тогда есть жертва, и тогда жертва всегда права, ей все позволено, и ей все должны. А другой способ – глядеть на мир как на столкновение сил и воль, который является трагическим, в которой у каждой стороны своя правда, и которая приводит к абсолютно трагическому концу даже хороших людей, например, людей, которые давали присягу служить своей родине. И эта трагедия, с моей точки зрения, началась в 1991 году, когда Ельцин уничтожил историческое наше Отечество, разделил его на 15 частей, чтобы один сунуть в карман. И когда у нас одно Отечество и два разных государства, очень долго казалось, что, ну а что такого, мало ли там
Ну, я не знаю, вот это в Италии было вон сколько государств, Флоренция воевала с Венецией, это не мешало им считать себя обоих итальянцами. Но в тот момент, когда значит, одних вы провозглашаете итальянцами, поэтому генетическими рабами, а про других говорите, мы флорентийцы, мы не итальянцы, и вот эти генетические рабы хотят нас уничтожить, вот тут-то и начинается ситуация, которая делает там, войну неизбежной, а катастрофу неминуемой. И вот я еще раз повторяю, это трагедия. Трагедия то, что два государства, которые выросли из одного отечества, уничтожают друг друга. Вы упомянули Шария, и он заявил о том, что его пытались ликвидировать. Ну, по подставному делу приехал в суд, ну, чтобы он приехал в суд, его там ждали, он показал, кто его ждал, показал, кто эти люди, откуда, что на территории Европы эти все спецоперации возможны. Там исполнитель, якобы, вероятно, исполнитель, он имел отношение к военизированным формированиям в Украине, вот сейчас он там. У меня вопрос в связи с этим. Это, конечно, очень резонансная история, потому что так... Не стыдно, потому что я как раз расскажите про нее больше, потому что я знаю, что у Шария было нападение на дом. Нет, это случилось вот в начале этого месяца, и он как бы все дает полностью раскладку на местности с картами. В общем, Не стыдно, я посмотрю и послушаю. на него Да, я подали в просто не суд, и знала. он должен был в определенное время, в определенное место, в определенном городе явиться в суд для того, чтобы отметиться, что это типа на него иск. Ну и там ему слили информацию, что что-то готовится. Ну и были замечены два человека, идентифицированы полностью украинцы. Он сливает эти материалы дела на свой страх и риск, потому что они секретные, они как бы в интересах следствия. Но это его отношения с спецслужбами и с государством, но он это опубличивает, он это делает. Я даже понимаю, почему. Потому что это тоже безопасность, и это тоже, скажем так, но это методы, да, это методы, это... Ну вот непосредственно. Это вопрос безопасности, тем более, что западные государства Почему могут они сделать такие вид, что ничего беззубые? такого... Так они делают этот вид постоянно. Почему они такие беззубые? Почему там в той же Испании убили Портнова, вот этого летчика там Кузьминова? Почему в других городах вот это вот происходит? Понимаете, тут очень важный момент. Ну, Кузьминова-то как... убили совершенно то, Кузьминова совершенно точно убили российские спецслужбы. Ну, опять-таки, Он предатель, смотрите, из-за него погибло еще раз. два Мы солдата, не он можем присяги изменил. мы не можем совершенно точно ничего утверждать. Вот ввиду проходного двора, причем проходной двор Европа, заметьте, не столько для российских деятелей, сколько для украинских. Ну, это как бы... в этом тема главная. А да, также вот нашего сирийских, обсуждения. марокканских, африканских и так далее. У меня встречный вопрос. Вы знаете, какое сейчас количество ножевых ударов ножей в Лондоне? Удары ножами в Лондоне не являются ударами, ликвидирующими других голов, кроме голов Геббельса, других интересантов, владеющих информацией. Там в основном случайные жертвы и их, так сказать, столкновение менталитетов. Не уводите тему в миграцию. Здесь тема очень четкая и ясная. Что Европе нужно, чтобы понять, с каким режимом в Украине они имеют дело, что Европе нужно, чтобы понять, что войну надо заканчивать, и финансировать надо условно не пушки какие-то, и пускай там с них крадут всякие Миндичи и все остальные, а финансировались строительство, там, не знаю, логистика, заводы, предприятия, что-нибудь такое, чем они бы владели, получали бы даже с этого прибыль, но что было бы не направлено на убийство и на разложение. До кого нужно, к кому нужно стучать, до кого достучаться, чтобы вот это то, о чем вы говорили там, половину нашей беседы, потому что Европе это выгодно, это дешево, чтобы это изменилось? Нет ничего, что может изменить этот геополитический расклад, потому что, первое, европейским бюрократам сейчас выгодно, чтобы Россия и Украина стачивали друг друга. Второе, я обращаю ваше внимание,
что им выгодно, чтобы Украина также максимально сточилась по 3 позициям. Во-первых, потому что это приведет к большому количеству хорошего, работящего, белого украинского населения, которое останется в Европе и пополнит собой рабочую силу, там, особенно низкого уровня. А во-вторых, потому что пока Украина воюет, нету вопроса о принятии Украины в Евросоюз, хотя Зеленский на этом и настаивает. То есть можно спокойно юзать эту страну, но там ничего ей гигантского делать не надо. И в-третьих, потому что как только эта война остановится, на самом деле существующие европейские чиновники тоже с ужасом думают, что, например, там, Зеленский потеряет власть. После этого даже их собственные избиратели, особенно их политические противники, спросят: а вы вот это поддерживали? Как? А объясните, за что же мы тогда вот давали деньги вот за это? Поэтому они пленники того, что они создали. Плюс надо сказать, что они действительно боятся, что когда война закончится, то под ударом окажутся страны Балтии. Мне кажется, что это излишнее их опасение, но они боятся еще одной очень важной вещи, которая будет заключаться в том, что по мере того, как у Европы будут кончаться деньги, а они кончаются из-за социальных программ, то вот те подножные корни, на которых сейчас содержатся страны второго рода, там квазиколонизованные, ну, типа стран Восточной Европы, он будет кончаться, потому что сейчас какой, условно говоря, общественный договор? У вас есть какая-нибудь Болгария и Румыния, и вот теперь даже и Венгрия, оттуда едут люди работать в страны первого рода, и они восполняют собой демографическую убыль, и они хотя бы работают, в отличие от мигрантов с Ближнего Востока, а в обмен эта страна получает какие-то совершеннейшие копейки, но она их получает и без них не может. Вот когда копейки станут кончаться, потому что пирамида возведенная станет лопаться, то тогда, конечно, Европа очень боится, что Россия вспомнит о исторических границах хотя бы времен Петра Первого. И, соответственно, Почему Европа боится Россию, а не Украину в ее нынешнем состоянии? потому что нет, а в том-то и дело, Опять-таки, я что не понимаю вашей Украину... логики. Нет, Вы нет, заходите с нет, этой логики, Александр, вы заходите с Украин... этой логики уже второй раз. Я ее не понимаю. Я пытаюсь, чтобы вы, ну, как бы объяснили. Вы когда про американцев говорили, что вот Трамп не дает денег, у него нет ниточек управления. Здрасте, приехали. Вот Европа, у нее есть ниточки управления, она дает деньги. Послушайте, ну, то есть это как бы, и вот они боятся потерять, в смысле платят и плачут. Вот логика так звучит, платить и плакать одинаково, понимаете? В смысле, ты как бы, ты даешь деньги на вот это, ты хозяин вот этого, ты должен руководить вот этим, а они, получается, платят, хрен руководят, и как бы еще и, ну, в общем, издержки у своих границ, как бы мину замедленного действия держат. Почему Украину не боятся и продолжение хаоса и ужаса в Украине не так боятся, как условно, что там Путин постучит в Прибалтику? Так я в том-то ровно наоборот, я вам и говорю, что Украина должна быть точно так же сточена, потому что нынешняя ситуация абсолютно идеально устраивает европейского бюрократа, потому что, с одной стороны, у него есть Украина, которая стачивает Россию сама себя, и ему совершенно не хотелось бы иметь страну в несколько десятков миллионов, которую надо там принимать в Евросоюз, содержать, и, я не знаю, какой-нибудь Азов Да приедет в какой Брюссель. Евросоюз? Ну о чем вы? Нет, Ну кто вам сказал про Александр, Евросоюз? Зеленский. Александр, так вот я об этом и говорю, что вопрос там о принятии Украины в Евросоюз встанет в случае конца войны. Никогда не встанет о принятии Сейчас вопрос в встанет, и Евросоюз. придется отказываться. А сейчас все абсолютно в шоколаде. Именно то, что представляет из себя Зеленский, позволяет платить Европе за Украину такую низкую цену и позволяет уничтожать Украину точно так же, как и Россию, потому что если вы думаете, еще раз повторяю, что к одному государству диадоху относится на самом деле лучше, чем к другому, просто потому, что его юзают со словами «ты защитник свободы». Нет, его точно так же юзают, и его юзают еще гораздо более жестоким образом, потому что ему обещают вещи, которые никогда не будут исполнены. Его юзают за обещания. И это, собственно, и вот
это и есть мягкая сила, что Зеленский своим поведением, своими мотивировками и своей тысячу говорящих голов обеспечивает это юзание за такую дешевую цену, которую вот никогда в другом месте на рынке не найдете. Да. Просто нету, как бы, да, вы пришли, как можно Европе, как можно европейским чиновникам, да, тут нужно сказать все-таки европейским чиновникам, потому что Европа разная, и понятно, что, я не знаю, там мужик, который в ЦЕРНе сидит или поваром работает, ему всего этого абсолютно до лампочки, и гигантское количество стран, в том числе и населения, они совершенно бы не хотели в этом участвовать. Но вот европейским чиновникам, кстати, обратите внимание, очень часто, если они президенты с низким уровнем популярности, типа Макрона или Мерца, да, но просто это такая сладкая ситуация, это такой подарок, это вот вы говорите, как можно убедить этих людей не покупать свежий новый Lexus за 3 копейки? Да, Никак. друзья, значит, Уникальная возможность купить Lexus за 3 копейки. подведем итоги. Халява, жажда халявы, да. Значит, когда власти в Украине когда в Украине наиболее вероятная смена власти? Вот так проголосовали наши зрители, спасибо вам большое. 16% до окончания боевых действий, 24% до окончания войны, и вот пополам после окончания войны или после окончания действий, боевых действий 30-31%. В общем, большинство считают, что это все вот сменится уже после. Получается, заканчиваться боевые действия или война будет при этой власти. Как вот вы ответили бы на этот вопрос? И что думаете о зрителях? Ровно так же, потому что именно поэтому Зеленский не хочет окончания войны, и именно поэтому вся ситуация стоит европейским чиновникам так дешево. А Трампу вообще ничего не стоит сейчас. Да, значит, перейдем к вопросам. Юля, я понимаю, что это наша как бы вечный Я спор. постараюсь. Вечный Да. спор. Это вопросы в режиме Блиц, пожалуйста. Но я понимаю, моя задача, чтобы как можно больше вопросов прозвучало, конечно же, из чата трансляции, из сообщества. Ну, а вы больше видите за как бы полноту и четкость, да, вот ответов на вопросы. Ну, давайте попробуем, значит, нашу сессию вопросов и ответов. Клуб зрителей Шелеста, спасибо большое за то, что тоже подписываетесь, поддерживаете творчество, и, в общем-то, да, вот там такая камерная атмосфера, которую вы поддерживаете, делитесь новостями, такая очень, очень дружелюбная и вот такая закрытая, в общем, атмосфера. Анна там пишет вам вопрос. Российская оппозиция за рубежом и украинская оппозиция за рубежом — две большие разницы. Первые выглядят просто дегенератами, вторые практически все очень приличные люди, любящие свою страну. Вы все время говорите о единстве империи и ее двух одинаковых кусках — России и Украины. Если так, то почему такая чудовищная разница между оппозицией этих двух одинаковых кусков? Ну, между теми, кто уехал из России, и тех, кто уехал из Украины. Именно поэтому вот в этом и трагедия российской оппозиции. Я говорю сейчас о явлении в целом. Я не говорю об отдельных людях, потому что люди, которые не стеснялись критиковать Путина, и которые казались очень независимыми, и которые были проевропейски настроенными, в тот момент, когда оказалось, что России в целом хода в Европу нет, и что Украину используют как инструмент уничтожения России и взаимного уничтожения, вдруг начали это оправдывать, вдруг оказались поставщиками идеологических нарративов не о том, даже не о том, что Путин плох, а объяснять, почему Россия плоха, как идея. Рассказывать, что Россия должна дальше распасться на части, хотя она уже, собственно, распалась, в том числе, например, на Российскую Федерацию и на Украину. Это, как мы видим, ни к чему хорошему не привело, ровно наоборот, это привело к войне. И Угу. вот люди, которым ненависть к Путину настолько застила глаза, даже не будем там употреблять слово «гранты», ненависть к Путину и слепая вера в Запад настолько застила глаза, что они стали поставщиками нарративов, ну, таких фактически юденратовских, что они стали предавать именно свою родину, именно свое отечество. Вот это вот действительно очень страшно.
И ровно поэтому, собственно, украинская эта оппозиция в значительной степени выглядит ровно по-другому, а, потому что не все из них осмеливаются вспоминать о прошлом взаимном отечестве, но почти все из них, практически почти все из них, действительно говорят, что вот, вы знаете, проблема-то в этой войне, они восходят к 91 году, к моменту разделения двух частей империи. Мгм. Приходят новости, Зеленский в Румынию. Простите, а российская оппозиция говорит, недостаточно, империя распалась. Надо еще, чтобы вот Ингерманландия отделилась. Да, Зеленский приехал в Румынию, и как раз это когда обстреливают Украину, куча дронов, всех предупреждают о каком-то еще одном ударе массированном. Одесса, Западная Украина, там, в общем, а Зеленский, там, Бухарестская девятка, он там, приехал с женой, с Еленой, то есть, вот смотрите. Что? Так. Это просто совпадение. Знаете, я не Нет, задаю... слушайте, давайте не будем мелочиться. Приехал и приехал. Нет, в смысле мелочиться. Когда массовый обстрел, Зеленского нет в стране. Это уже как прям, это как погоду предсказывать по болям в суставах. Люди после 35 поймут. Обстрелов много. Но больших мало, понимаете, тут тоже такой момент. Так, вопросы. Значит, вот Владимир сокрушается. Что вы все вот воздух сотрясаете? Никому ничего не будет, и все будет как прежде. У Зеленского железобетонная же крыша. Что скажете? Так я ровно об этом и говорила, но чтобы возразить самой себе, а не нашему слушателю, потому что я с ним была полностью согласна, я обращаю ваше внимание, что капля камень точит, и что иногда бывают информационные обстоятельства непреодолимой силы. И у меня складывается впечатление, вот и после действий на бое, интервью Юлии Мендель, что те люди, причем внутри самой Украины, которые долго сидели у реки, река может раздуться. И река может начать сносить все. Потому что уж слишком много по ней плывет. Петр, Юлия Леонидовна, все говорят о каких-то непреодолимых противоречиях между Китаем и США, а я вот сижу и не вижу никаких противоречий. Какие могут быть противоречия между странами с самым большим товарооборотом в мире? А между Китаем и США существует абсолютно непреодолимые противоречия того же рода, что, например, существовали между Германией и Великобританией в начале XX века или между Афинами и Спартой накануне Пелопоннесской войны. Это называется ловушка Фукидида. Ловушка Фукидида заключается в том, что у вас есть существующая мировая сверхдержава, которая самая главная, и вдруг ей стремительно начинает бросать вызов новая стремительно растущая держава. Например, Афины Спарте или Германия Великобритания. В 90% случаев человеческой истории ловушка Фукидида кончалась войной. Угу. Существующая держава пыталась погасить восходящую. Вопрос. Коррупция в Украине всегда была, сейчас стала по-настоящему державной. По окончанию войны что должно произойти, чтобы ее не стало? Это вообще возможно в Украине? Мне кажется, нет. Мне кажется, что если у вас государство построено на идее, на той идее, которую сейчас предлагает Зеленский, то огромное количество чиновников, слишком большое количество чиновников внутри государства будут понимать, что оно построено на лжи, и будут считать, что главное схватить и убежать, тем более, что Европа представляет для этого совершеннейшие возможности. Обращаю внимание, что российское государство с 91 года было построено тоже точно так же. И, собственно, в значительной степени вестернизация к этому свелась, что оказывается, что можно утащить деньги из России и вложить их на Западе. Но сейчас вот даже внутри российских чиновников наблюдается некоторое более наличие чувства державности. И обращаю ваше внимание, что вот самое просто главное, это последний момент, который надо сказать. Я тут думала, что нам же всегда говорили, особенно в начале войны, что вот эта война и создала украинскую нацию. Угу. Дальше у меня вопрос. Ребят, вот в этой воюющей нации, которая должна собраться, из 52 миллионов, которые были в 91 году, 51 там с хвостиком, сейчас нам говорят, осталось 22-26. Половинка. Так не бывает. Это не создание нации, это ее уничтожение. У вас, например, есть Израиль, который тоже воюет, и война тут ни при чем, потому что у вас есть Израиль, который тоже воюет, и когда Израиль воюет, все
самолеты за рубежа забиты людьми, которые возвращаются в Израиль. Вопрос. Головы Геббельса — это о журналистах, блогерах, ломах, которые сознательно врут массам и искажают действительность. И вред от их деятельности сопоставим с предательством, саботажем, диверсией. На Украине после конфликта новая, возможно федеральная, возможно нет, но власть должна будет публично казнить в назидании тех, кто разжигал и нагнетал, или отправлять в лагеря, чтобы потом из них опять лепили образ оппозиционеров, диссидентов. Ну, во-первых, не будет никакой новой власти, которая кого-то будет публично казнить, потому что я думаю, что, по крайней мере, в следующей итерации там, та власть, даже если Зеленского сменят, условно говоря, это будет Залужный приблизительно, или Буданов. Это первое. Второе. Я категорически против, чтобы казнить и вешать, потому что, ну, ребята, чем вы там, вы таким образом слово «вечность» из букв Ж, О и П не соберете. Вы А Ну, пропустили. ну и А, да. Да. Ну, там даже вот и буквы А не хватает, понимаете, так уже совсем сложно. Там даже другое слово нельзя собрать. Так, А второе, ну, честно говоря, вы же обратите внимание, вот там человек сказал «нарочно». Так огромное же количество людей делает это не нарочно, а вот что вы будете делать с теми людьми, которые не нарочно плясали в присядку? Оксана возражает вам: вы действительно верите, что Россия ослабла и сама себя разрушает? С 22 года страна избавилась почти от всей пятой колонны, армия значительно укрепилась, экономика стала более устойчива к западным санкциям и в целом приобрела большую степень суверенитета. Как вы думаете, зачем Путин привлек более 100 участников СВО к выборам в Госдуму? От кого, по вашему мнению, хочет избавиться, если не от остатков пятой колонны, которые маскируются под патриотов, но на самом деле представляют собой англосаксонскую сеть? Так где ж тут самоуничтожение? Ну, честно говоря, я не знаю, кого слушала эта вопросительница, потому что я ничего не говорила об ослаблении России. Хотя сейчас, с моей точки зрения, с интернетом Путин сделал несколько очень неправильных ходов, которые тем более огорчительны, что начиная как раз с 22 года большинство абсолютно ходов, которые делал Путин и Кремль, как раз были очень сильные, очень правильные, и в том числе, ну там, если не прибегая к словам англосаксонские агенты и так далее, и в том числе действительно очень сильно способствовали пересобиранию России на другой, не всегда самый лучший, но совершенно точно, действительно на другой основе. И самое главное, способствовали появлению в России элиты. Впервые с 91 года в России есть элита, которая понимает, что ей с Западом в целом не по пути. Не потому, что она не хочет на Запад, а потому, что ее не пускают на Запад. Она это, ну, как бы адекватно оценивает и строить свою новую стратегию, исходя из этого. Я нигде не говорила, что Россия ослабла. Возможно, наша слушательница не поняла. Я сказала, что Россия не просто ослабла, а была уничтожена. Но не в 2000 и не в 2022, а в 1991. А до этого в 1917. Ее уничтожили сначала большевики, а потом Ельцин. Результатом уничтожения России в 1991 явилось разделение России на 15 частей, такое же абсолютно катастрофическое, как, например, в 30-х годах разделение Китая на кучу провинций, в которых там сидела по набобу, которая воевала с друг другом. Мгм. И точно так же, как для Китая это было абсолютно трагично, это было абсолютно трагично для России и явилось главной причиной в современном мире войны. Вопрос вот такой от Марго, она пишет: а вы не думаете, Юлия, что из-за того, что Роспропаганда оказалась в чем-то права, украинцы вместо того, чтобы мозги включать, будут водить хороводы вокруг наипотужнейшего, и пофиг, что он там не вменяем, главное, России назло. Думаю, во время войны вот это как раз совершенно нормальное следствие войны, потому что когда ты нажимаешь на кнопку взаимной ненависти, то вне зависимости от того, что, вот условно говоря, если вы Афины и Спарта и воюете друг с другом,
Мы понимаем, что во время войны афиняне будут называть спартанцев желтыми земляными червяками, а спартанцы будут называть афинян желтыми земляными червяками. Другое дело, что они при этом уничтожают взаимную ладу. Чат-трансляция. Вот Ярослав. понимаете, это государство Афины, а отечество Эллада. Значит, Ярослав, спросите у Латыниной, что она думает о европейских СМИ, которые ноль заметили как коррупционный скандал, так и интервью Мендель Карлсону. Это совпадение? Как же роль СМИ в жизни цивилизованного общества? Так я уже отвечала на этот вопрос, что одна из главных удивительных обстоятельств современного процесса заключается в том, что если раньше если раньше пропаганда очень часто заключалась в том, чтобы переобъяснить важное событие, то сейчас, благодаря гигантскому насыщенному информационному потоку, пропаганда заключается в том, чтобы это событие просто игнорировать. Очень удачный способ. Джон, вопрос. Смирилась ли Юлия со статусом иноагента или пытается оспорить? Если нет, то почему? Но нет, я пока не оспаривала статус иноагента. Почему? Потому что пока. Ну, давайте так, я пока не оспаривала статус иноагента. Давайте. Здравствуйте, Владимир пишет вам. Я могу Ну, добавить, вы что смирились, все наделы... получается? Знаете, я к этому философски отношусь. Я также думаю, что мы все в начале войны, то есть не все, да, не буду говорить мы все, да, вомендоу, как по-китайски. Я в начале войны наделала массу ошибок и наговорила массу глупостей, поэтому я даже не отношусь в этой ситуации к этому статусу как к чему-то незаслуженному. То есть я в принципе против там истории с иноагентами. И там мне совершенно дико, когда, я не знаю, Алексей Ракша, знаменитый демограф, который там слова плохого не сказал про Россию, его иноагентом призвали. Там недавно каких-то ученых иноагентами призвали. Какие они иноагенты? Ну, учитывая то, что я несла в начале войны, ну ладно. Мгм. Так, вот такой вопрос из чата. Владимир, здравствуйте. Можно ли ситуацию с Ермаком и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Такеру Карлсону воспринимать как последнее китайское предупреждение Трампа? И что потом будет делать Трамп? Нет, это только, как я уже сказала, первая лопата в дамбе вынутого грунта. Мгм. Ну а Трамп что потом будет делать? Ну, слушайте, Трамп уже делал столько предупреждений. Еще раз повторяю, у Трампа чемодан без ручки. Из Украины столько делали антироссию, что выкинуть это просто потому, что Зеленский пару раз устроил скандал в овальном кабинете, это нелогично. Как бы пусть эта история сейчас пишет себя сама, но вот у Трампа остается только пить чашечку кофе и смотреть, как все хорошо складывается. Так, значит, ну тут понятно, тут пишут как реакцию в чате трансляция, почему Латынина поменяла там на 180 градусов свои взгляды, ну вот эти все, Ну так я могу все эти ответить на вещи. этот вопрос. Пожалуйста. Когда человек является независимым, именно тогда ему легко менять свои взгляды в зависимости от там, тех фактов, которые открываются, и тех фактов, которые он понимает, и тех логических связей, когда он останавливается. Вот если человек от кого-то зависит, и там или кто-то ему платит, или кто-то, значит, ему ездит по ушам, то тогда человек оказывается пленником своих собственных предыдущих заявлений, и тогда человеку страшно, и особенно если он просто вот зависит от среды. Я думаю, вот там бедные люди, которые сидят, я не знаю, на дожде или в популярной политике, они же не могут шаг вправо, шаг влево, стрелы их свои же отменят. Они зависимы. Я независима. Ровно потому, что я независима, я и поменяла. Как вы думаете, станет ли иммиграционная реформа в Украине разрешением разрешения на привлечение иностранной рабочей силы тем, что объединит украинцев против правительства? Ну, это, конечно, довольно смешно, что нам рассказывают, что русские-то генетические рабы и вообще там второсортная раса, а вот тут вот привезут людей из настоящих, они будут носить вышиванки. Но флаг вам в руки, что называется. По-моему, это просто очень смешно, и вот это как раз тот случай, который называется исторический бумеранг.
Про историю тоже Юлия. Согласны ли вы, что в феврале 2014 года в Киеве власть была захвачена нарушителями Конституции Украины, и они нелегитимны по международным основам? Я всем рекомендую книгу Ивана Кочиновского, которая на основе приговора Святошинского народного суда, а также на основе многих других вещей, анализирует, кто именно стрелял на Майдане, и приходит к выводу, что абсолютное большинство расстрелов совершали действительно правые силы, из-за гостиницы Украины, которые стреляли одновременно по Беркуту и одновременно по людям, которые наступали на Беркут. Это в 2014 году многим казалось теорией заговора, но это, во-первых, становится все более вероятным по мере того, как, обратите внимание, мы не видим никаких существенных гигантских расследований на эту тему. Вот есть вот этот тот самый приговор Святошинского народного суда, который я там всем тоже рекомендую, потому что в нем написаны потрясающие вещи. Несмотря на то, что это приговор беркутовцам, там он как бы очень вокруг всего этого так очень скользко обходит, и прямо в приговор включен огромное количество свидетельств людей, которые были на Майдане, которые говорят, что в нас стреляли с гостиницы Украины, да, там были правые, вот дерево, за которым я прятался, дерево спилили, вот камень, в который ударила пуля, этот камень вынули, или там стенку закрасили, или что-то такое. И есть официальные украинские власти, в том числе сам президент Зеленский, который еще перед войной говорил: ой, очень сложно, ничего не можем установить. Кстати, точно так же, как и в Доме профсоюзов в Одессе. Да, тоже очень сложно. Вот люди сгорели, 49 человек, как-то вот не можем установить, кто их сжег. И это очень показательно, потому что речь идет о событиях, которые снимались с тысяч камер, которые видели тысячи людей. Современная криминалистическая наука позволяет вам вообще раскрыть черт знает по каким способом убийство, которое было совершено в тихом месте. Тут пули летали на глазах у всех, их снимали, это все видно, откуда велся огонь. И тут нам разводят руками и говорят, вот знаете, да, слишком все сложно. Как я уже сказала, потрясающее расследование профессора Ивана Кочиновского. Я должна выразить ему свою поддержку, потому что недавно тут куча левых активистов написала письмо, которое требовало его отменить за то, что он осмеливается вообще выражать свое мнение. Соответственно, это тоже очень характерная ситуация, когда вместо того, чтобы возражать человеку, его или отменяют, или не говорят ничего. Потому что я даже пыталась посмотреть, сколько раз, например, российская независимая пресса писала о расследовании Ивана Кочиновского. Ответ – 0 раз. Вот 0 раз. Вот про БУК она, скажем, там за это время писала десятки и десятки раз, про сам Майдан она писала десятки и десятки раз. Расследование потрясающее Ивана Кочиновского, значит, как-то ее миновало. Значит, соответственно, если это правда, а сейчас я считаю, что это правда, и это, конечно, абсолютно потрясающая, как я уже сказала, работа, то тогда получается, что в 2014 году произошло худшее, что вообще может произойти с государством. Потому что у вас был законно избранный президент Янукович, хороший он или был плохой, но он был законно избранный. У вас были протестующие, которые против него протестовали, что абсолютно тоже нормально, мало ли кто против кого протестует, вон против Трампа какие гигантские демонстрации выходят. А дальше нам говорили, что этот законно избранный президент Янукович потерял легитимность в тот момент, когда он отдал приказ стрелять по протестующим. Теперь выясняется, что произошло самое худшее и самое черное из того, что можно было произойти. Что люди, которые, судя по всему, приехали с Западной Украины, правые, стреляли по людям, которые, вроде бы их же поддерживали и считали, что это вот так нормально. Именно это, обратите внимание, привело к очень сильному весу украинских правых в политике. То есть стало понятно, что они это могут делать. Я обращаю, например, ваше внимание, наших слушателей, я с удивлением
узнал, например, что есть такая штука, которую тоже никогда российская независимая пресса не писала, как Корсунское побоище. Напоминаю, что такое Корсунское побоище. В тот же ночь, когда был Майдан, остатки антимайдана убегали из Европы, они убегали из Киева, они убегали на автобусах в Крым. Если с ними и было оружие, то оно ехало отдельно. И вот этих людей на автобусах, как женщин, так и мужчин, остановили, вытащили из автобусов, избили, многих заставили изменяться на камеру, некоторые разбежались, и потом, как говорили участники всего этого дела, их ловили по лесам. Кто это делал? Очень интересный момент. Месяца 2 назад или 3 в Украине убили человека, который подорвал своего соседа, а потом расстрелял 4 ментов, которые пошли его ловить. И его товарищи написали, что это был замечательный человек, который еще тогда в Корсуне стрелял, внимание, стрелял, но по автобусам, не по людям, а стрелял вот тогда в антимайдановцев. Кадры совершенно ужасающие. Этих людей вытаскивают, унижают, заставляют извиняться, говорить, что они там сволочи и так далее. Почему это важно? Потому что мы видим, что уже тогда, то есть вечером в день Майдана, в Украине была некая организованная сила, хорошо организованная, которая была настолько хорошо организована и подготовлена, что она останавливает автобусы, в которых едут сильные люди, способные за себя постоять, и просто укладывает их на землю и их унижает и уничтожает. Точно так же, как потом другая какая-то сила, случайно или не случайно, сожгла еще 49 человек в Доме профсоюзов. И это все звенья одной цепочки. И это все звенья, которые привели к тому, к чрезвычайно высокому политическому весу правых, который очень похож на то, что происходило, например, там, в той же самой нацистской Германии, когда у вас были отряды, и государство говорило, это не мое, это активисты, но тем не менее очень сильно от них зависело. И это тот механизм, например, который испугал Зеленского в 2019 году, когда ему просто сказали, что если он подпишет договор с Путиным, то его убьют, например. И возвращаясь к вопросу нашего слушателя, это очень важный вопрос, оказывается, что все то основание, про которое говорила Европа, про которое говорила Америка, и про которое говорили украинские активисты и российские независимые, что это была народная революция, которая свергла тирана, это неправда, а правда то, что люди, которые правые активисты, которые сильно усилили свое давление на власть, расстреляли своих же собственных сторонников. Это катастрофическое основание вот там на все, что и получается, что та самая российская пропаганда, которая говорила про антиконституционный переворот, может, она сильно упрощала слова и говорила там казенными фразами, но она была гораздо ближе к действительности, чем прекрасные люди, которые нам рассказывали, что это свергли коварного диктатора. Юлия А Латынина. диктатора, между прочим, можно было Да, переизбрать, да, там же выборы намечались, 21 Да февраля кому обо они всем были договорились. нужны? Слушайте, а кто должен был голосовать? Юго-Восток, который был против Майдана, они не должны были голосовать. Ну, они должны были разочароваться в Януковиче, в своем выборе. Эти все товарищи должны были загнаны быть под шконку. И вот революция родила нам новых героев, и все покорно приняли итоги вот этой революции, которую назвали революцией достоинства. Вот такая вот история. Спасибо вам большое, Юлия, за время и мысли. Вам спасибо. К слову, в чате трансляции пишут благодарность Юлии за этот эфир. Друзья, поставьте лайк, это лучшая благодарность. Подпишитесь, пожалуйста, на Латынину, подпишитесь, пожалуйста, здесь. Напишите в комментариях, что думаете, с чем согласны, с чем не согласны. Всем добра и